Украина импортировала с октября 2023 года, по-моему, максимальные объемы где-то в районе 16,3 миллиона кубометров в сутки. Да. С чем это связано? И, на твой взгляд, кто так щедро поставляет газ на Украину? И откуда это, что это за газ? И по какой цене? И насколько это, так сказать, спасет отца русской демократии? Не русская, я бы даже сказал. Ну, не русская, да. Сейчас мы опять будем давать пищу всевозможным политологам. Поставщиками газа на Украину являются Венгрия и Словакия. Вот здесь пауза, и там должны начать говорить политологи, потому что, с одной стороны, Венгрия и Словакия больше всего пострадали. Ну, по крайней мере, Словакия это точно. Прерывание поставок газа из России через газотранспортную систему бывшей Украинской ССР. Но они же и поставляют. Ну, вот европейские реалии, так скажем. Появилась информация о том, как, собственно говоря, газовая отрасль Украины прошла прошлый год. Минимальный объем поставок зафиксирован. 770 миллионов кубометров из Европы. Больше ничего не покупали, потому что вроде как хватило своего. Добыто было, по данным «Нафтогаза», группа компаний, которые там добычей занимаются, 13,9 миллиарда кубометров, чего той территории, которую Киев контролирует, в принципе, хватало. Как неоднократно заявляли руководители «Нафтогаза», ничего нам покупать не надо, мы уверенно проходим отопительный сезон. Сейчас речь идет о том, что не хватит где-то миллиарда кубометров, придется закупать. Что в Европе с ценами немножечко похолодало, немножечко перестал идти газ через газотранспортную систему Украины, немножечко ожидается трехмесячный ремонт на добычных проектах Норвегии, немножечко меньше газа стало приходить морем и из Америки, и из Катара, так немножечко, поэтому сейчас цены в районе $600 за 1000 кубометров. Не сказать, что Европа такого не видела. Напомню, что рекордную отметку, которую сумел достичь Евросоюз, $3869 за 1000 кубометров. Так выглядел 22 год. Так что, напугать их нечем, но Украине придется покупать газ вот по этой стоимости. То, что многие говорили о том, что закупать надо летом было, тогда вот последовала заявка, что нам ничего не надо. Просто летом цена была в районе $300, сейчас 600. У богатых свои причуды. Почему бы, собственно говоря, если Европа деньги дает на то, чтобы купить газ в Европе, почему бы круговоротом-то не заняться? Все же пределы. Вот. И если серьезно, то, разумеется, вслух об этом никто не говорит, но судя по той информации, которую давало наше Министерство обороны, основные районы газовой добычи на Украине на день сегодняшний Харьковская и Полтавская область. Вот вроде бы в Полтавской области какие-то приключения приключились. И кроме того, есть информация о том, что неоднократные прилеты всего чего в районе города Стрия, там, где расположены самые большие газовые хранилища Украины, порядка 17 миллиардов кубометров, вся наземная инфраструктура, то есть компрессорные станции, дожимные и прочее, видимо, не очень хорошо работают. Что-то с ними произошло. Поэтому вариантов нет, им приходится закупать, причем разговоры о том, что надо покупать до ноября, тут уже не до разговоров. Опять же, по тем данным, которые публикуются в Европе, в подземных хранилищах у Украины осталось 7,7 миллиарда кубометров, из них 3 миллиарда то, что выкачивать нельзя, то есть балансовый объем. Если это изъять, то поднимаются грунтовые воды, и тогда ремонт подземного хранилища будет дорогим и долгим. То есть у них порядка 4,3 миллиарда кубометров газа есть, а все остальное зависит от погоды. То есть если похолодает, то этого может не хватить, поэтому закупки пошли уже сейчас. Если верна информация о том, что появились затруднения с подъемом газа из-под земли, из-за того, что происходит в Стрее, то этот газ, уже не поступая ни в какие подземные хранилища, расходится по потребителям. Вот, собственно говоря, такая ситуация, за что боролись, на мой взгляд, на то счастье и наборолись. Напоминаю, что, разумеется, у властей в Киеве есть эксклюзивный вариант решения всех проблем с газообеспечением.
эксклюзивная, больше ни у кого нет, отдаешь лишнюю область, и пускай там Россия мучается, как хочет, а нам всего хватает. Хороший вариант. Ни у кого больше такого нет. Я про газ, если что. Не про политику, ни в коем случае не комментирую происходящее, ну, так скажем, в Северном Причерноморье. Что-то там происходит. Я про газ. Давай еще. Не хватает газа, отдаешь область. Что? Северного Причерноморья в Центральную Азию. Не знаю, тоже энергетика вместе с политикой. В конце января было большое совещание правительства Казахстана, на котором президент страны поставил задачу правительству прийти, так сказать, к самообеспечению в электроэнергетике. И за ближайшие 2,5 года, по-моему, поставлена задача нарастить 3 гигаватта мощность. И, насколько я понимаю, это вот в разы больше того, что было в ближайшие последние годы введено в строй в Казахстане. И сказано было и про строительство первой атомной электростанции, и уже сказано про кластер атомных электростанций и так далее. Вот, на твой взгляд, насколько реально это политические заявления или это все-таки экономически обоснованно, и где Казахстан намерен 3 гигаватта, да, ну, то есть одна атомная станция, ну, вот если мы берем по примеру белорусской, да, то это 2,4, да, гигаватта, но это, извините меня, было строено, ну, скажем так, не 2,5 года. Ну, во-первых, я не знаю, куда пожаловаться. Есть общество защиты прав потребителей, вот куда бы еще. Трамп, кстати, американское прикрыл. Сегодняшним числом. Вот, я не знаю, для нас надо специальное общество защиты прав энергетиков, потому что президент Казахстана, когда выступал, поставил 7 задач перед правительством. Задач в области энергетики только 4-я по счету. Ну, как так можно? Ну, мы же первые. Вот. На самом деле, такая программная речь, с одной стороны большая, с другой стороны, она на самом деле такая очень деловая. Вот по пунктам, что нужно делать, в каких отраслях нужно делать. Понятно, что есть масса задач, касающихся всех вопросов социального обеспечения. Понятно, что стоят вопросы, касающиеся цифровизации, тоже необходимая по нынешним временам вещь. Что касается... Был вот такой раздел замечательный по поводу инфраструктурных проектов. Я цитирую выступление господина Токаева. Не сочтите, что я что-то критикую или на что-то намекаю. Нужны новые стандарты работы энергетических и коммунальных компаниях. Это про Казахстан, если что. Отрадно, что в прошедшем году установлен рекорд по вводу жилой площади, новых жилых площадей, 19 миллионов квадратных метров. Я цитирую Токаева. Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качества жилья. Я про Казахстан. То есть, на самом деле, если внимательно прочитать выступление Токаева, то параллели с тем, что происходит в России, более чем достаточно. Это просто удивительно. Вроде бы каждый из нас шел по своему выбранному пути, но вот доступность жилья, значит, вот это он сказал. Нужны новые стандарты работы энергетических и коммунальных компаний. Во всем СНГ тарифы на электроэнергию, нефтепродукты и газ выше – это реальность. То есть, на самом деле, реальности таковы, что Казахстану предстоит пройти через этап повышения тарифов, в противном случае не поддерживать в нормальном состоянии, не тем более развивать все, что касается обеспечения электроэнергии, тепловой энергии, не получится. Не самый радостный результат, но, тем не менее, никуда от этого не денешься. Средний возраст электростанции в Казахстане перевалил за 50 лет, я говорил про параллели, в России 39. Ну, я бы не сказал, что сильно далеко ушли. Потери в электросетях доходят до 20%, у нас до 15%. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы наши энергетики об этом задумались, потому что, может быть, совместными усилиями удастся побыстрее с этим справиться. Я имею в виду работы по локализации оборудования, которые необходимы, сети необходимо развивать. Одна из задач, которую господин Токаев поставил перед своим правительством, это объединение изолированной энергосистемы Запада с объединенной энергосистемой республики.
На всякий случай, если кто-то забыл, напоминаю, что в России тоже две энергосистемы. Объединенная энергосистема Востока, то есть всего нашего Преамурья, не синхронизирована с единой энергосистемой России. Это две разные системы. Такая про объединение. Нам она тоже необходима, потому что если мы говорим о развитии нашего Дальнего Востока, то это действительно необходимо. У нас энергоизбыточная Сибирь, нарастает дефицит в Преамурье. Все, что входит в состав Дальневосточного федерального округа, помимо Амурской еврейской автономной области, Приморского, Хабаровского края, там, напомню, еще 9 субъектов федерации, удалось объединить юг Якутии с объединенной энергосистемой Востока в 2019 году. Это действительно серьезный шаг. Потому что если говорить о том, есть такой показатель в электроэнергетике, погонные метры магистральных электросетей, то есть от 110 киловольт и выше, на квадратный километр территории. Вот, как бы это помягче сказать. Если мы говорим про центр, про юг, у нас 1100 метров вот таких магистральных электросетей на квадратный километр территории. Понятно. В Сибири немножко другая плотность населения, немножко другая плотность промышленных объектов, населенных пунктов. 70 метров. Вот. А еще немножко менее густая сеть на Дальнем Востоке. 2 метра. Вот. То есть работать с сетями нам предстоит очень много. Это действительно та отрасль, которая была недофинансирована, что уже признает наше Министерство энергетики. Надо правде в глаза смотреть, работы очень много. Особенно, что касается Дальнего Востока. Все остальные регионы, ну, помимо Забайкальского края и Бурятской республики, они входят в объединенную энергосистему Сибири. Административная граница – это хорошо, но энергетика в свои границы, своя немножечко жизнь. Магаданская область, Чукотка, Камчатка – это технологически изолированные территориальные энергосистемы. То есть там ни внутри нет сетевого хозяйства, ни друг с другом они не соединены. То есть есть отдельные энергетические узлы, вот, Норильский энергоузел, вокруг Певека, Чоун, Билибинский, вокруг столицы Чукотки, Анадыря. Вот они какие-то изолированные островки есть. То есть работы очень много, точно так же, как много работы и в Казахстане. Там помимо того, что западный регион, вот, Прикаспийский, вокруг Актау, он живет сам по себе, у него есть соединение с объединенной энергосистемой Урала, а с Казахстаном там одна линия электропередачи, и все. Ну, очень похожая ситуация, как ни странно. То, что было приятно услышать из уст господина Токаева, вот такие мысли прозвучали. Наш стратегический курс на достижение углеродной нейтральности остается неизменным, однако к его реализации следует подойти более рационально. Нужно эффективно задействовать наше природное богатство и преимущества. Он про Казахстан. Я, разумеется, думаю про Россию, потому что ну, один в один. Он говорит о том, что, к сожалению, в Казахстане на день сегодняшний не ведется строительство инновационных угольных электростанций для того, чтобы заместить старые теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали. Говорит о том, как это происходит в Китае. Чтобы понять уровень развития угольной генерации в Китае, вот, свежий пример. Там используются так называемые ультрасверхкритические параметры пара. То есть, если у нас из теплообменника пар поступает на турбину при температурах порядка 350-370 градусов, то новая угольная электростанция в Китае, вот, совсем недавно открытая, 720 градусов. Ого. В результате получается, что для выработки киловатт-часа, ну, если мы смотрим на российские, опять же, на казахстанские угольные электростанции, уходит порядка 700 грамм угля. В Китае 360. Ну, количество киловатт-часов вырабатывается одинаковое, но нагрузка на окружающую среду в 2 раза меньше, потому что угля в 2 раза меньше. И таких электростанций на день сегодняшний в Китае порядка 80%, все вновь строящиеся вот на этих параметрах,
Мы пока к этому не готовы. У меня есть большая надежда, что начавшееся строительство 3 угольных электростанций в Китае, которые по межправительственному контракту в Казахстане. Хотелось бы в Китае, но пока не готовы. Пока в Казахстане. Пока в Казахстане. Вести будет компания «Интеррау», межгосударственный договор, кредит из банка ЕАЭС, свое финансирование, что там будут учтены все те достижения, которые должны быть у нас в 2011 году, то есть 1,5 десятка лет назад, тому считай, была создана технологическая, организована технологическая платформа, там, сложное название, высокоэффективное использование, чистый уголь. Идеология ровно такая же, как в Китае. Угольная электростанция на окружающую среду должна давать нагрузку не больше, чем ее дает газовая электростанция такой же мощности. Это те самые ультрасверхкритические параметры, кипящие слои, это новые системы фильтров, новые системы водоочистки, водооборота, чтобы не забирать чистую воду, замкнутые циклы. Это сразу же технология переработки золошлаковых отходов, вот это все вместе. С 2011 года у нас эта платформа есть, там очень много федеральных органов ее курируют, Министерство энергетики, например, еще Министерство энергетики и Министерство энергетики. Из генерирующих компаний туда входит, я так понимаю, что, видимо, и финансирует происходящее неэффективная совершенно государственная компания «Интеррау», эффективная частная компания туда вообще не входит. И я очень надеюсь, что «Интеррау» действительно принесет наши новые технологии в Казахстан, и заодно мы получим референтные блоки для того, чтобы такого же уровня электростанции можно было строить и у нас в Сибири. Я понимаю, что газификация – это действительно здорово. Но напомню, что на день сегодняшний в распоряжении «Газпрома» самое восточное подземное хранилище газа находится в Ханты-Мансийском округе. А Дальний Восток, он значительно дальше. Можно говорить о газификации за счет газоотводов, но это нерационально. Подземные хранилища газа нужны для того, чтобы нивелировать колебания в часы пикового спроса во время каких-нибудь климатических аномалий. Но вот похолодание у вас же труба, которая подведена газовой электростанции, не увеличится в диаметре? Не увеличится. Природа пока не дает возможности, небольшие какие-то места найдены для небольших подземных хранилищ. Это либо песчаник, либо каменная соль. С каменной солью пока ничего. Песчаники вроде бы в 2 местах есть. Но наиболее распространенный вид подземных хранилищ газа – это выработанное газовое месторождение. А поскольку к разработке газовых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке мы приступили только сейчас, мы еще не выработали. Вот с этим сложно. Поэтому уголь, никуда он не денется. Если кто-то не в курсе, уголь – это топливо 19 века, 20 века, 21 века, 22 века. У нас времени не хватит, я не договорю, скольки веков еще впереди. У нас даже Министерство природных ресурсов говорит о том, что угля у нас где-то на 200 лет. Ну, говорит скромно, потому что геологоразведкой нужно заниматься, там, чтобы далеко за примером не ходить. Ну, такой самый яркий Ленский угольный бассейн. Советские геологи поставили на карту буковки П1, П2 прогнозные, то есть детальной планировки не было, там никто не оконтуривал и так далее, и так далее. То есть общий взгляд бросили и бросили. Вот прогнозных ресурсов там 2,2 триллиона тонн. Какие 300 лет? Это 1000 лет можно копать. Я могу еще там таймырские угольные бассейны вспомнить. Толком не разрабатываемый Воркутинский угольный бассейн 42 миллиарда тонн, ну и так далее. Угля у нас, мягко будет сказано, очень много. И если не действовать в режиме одичавшего Запада, ну, последние несколько тысяч лет наша технологическая цивилизация двигалась по одному варианту. Если какая-то технология производства какого-то продукта нам не нравится, потому что она пыльная, грязная или что-то еще, мы меняем технологию. Уголь пыльный, грязный, Европа предлагает просто от него отказаться. Китай смотрит на этих западных варваров и ничего не понимает. Да, уголь пыльный, грязный, значит, нужны технологии, которые пыль и грязь уберут, и этим занимаются. И действительно очень приятно, что и в Казахстане об этом заговорили, потому что по запасам угля
Казахстан весьма и весьма хорошо себя чувствует, но надо научиться это использовать. И опять же, сравнение ради. Подписано соглашение о том, что китайская компания не одолела название, к сожалению, действительно очень китайское название, намерена инвестировать $1 миллиард США в строительство предприятия по угольной химии, по химической переработке угля в Казахстане. В Казахстане.